Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня рассмотрим термостат TOG TC TE98GW Wi-Fi, который регулирует работу котла, поддерживает Wi-Fi и совместим с приложением умного дома Smart Life и голосовым управлением через Алису. Чаще всего его используют для управления настенными отопительными котлами. Он совместим с котлами большинства брендов. В ролике я разберу, как терморегулятор подключить к котлу, как его настроить, как им управлять через интернет и через приложение умного дома. Еще можно подключить к нему сервопривод для теплого пола любого типа. Это будет в отдельном видео. Подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Благодарен вашим лайкам и репостам. Изначально настенный котел работает автономно, не чувствуя реальную температуру в доме. В итоге он расходует больше топлива и не может создать комфортную температуру в доме. Приходится постоянно подходить к котлу и увеличивать или уменьшать обогрев вручную. А ведь достаточно установить внешний термостат, и система будет управлять температурой в доме за вас. Терморегулятор будет поддерживать заданную температуру помещения или управлять ей по заданной программе. К тому же, это хорошо для самого котла, так как он будет меньше изнашиваться, постоянно работая в старт-стопном режиме, поддерживая температуру теплоносителя, и будет включаться только тогда, когда нагрев помещения реально нужен. За счет этого экономится газ или электроэнергия. Диапазон поддержания температуры этого терморегулятора от 5 до 35 градусов. Температура в месте установки от минус 5 до 50 градусов. Данный термостат состоит из дисплея и приемника, которые сопрягаются друг с другом дистанционно, без проводов. Корпус дисплея довольно красивый, с сенсорными кнопками и большим черным экраном. На нем отображается температура датчика и поддерживаемая температура в данный момент, время и день недели, а также может отображать погоду на улице, если он подключен через Wi-Fi. Он имеет встроенный датчик температуры, который расположен здесь. Рекомендуется его запитывать от внешнего блока питания 5 вольт через шнур microUSB, который входит в комплект. Блок питания в комплект не входит. Есть возможность установить батарейки 2А, но я рекомендую использовать именно питание от сети. При питании от батареек термостат работает в режиме энергосбережения, из-за чего команды идут с задержкой. И постоянно выключается дисплей через 20 секунд после использования, чего при питании от сети нет. К тому же нужно постоянно следить за зарядом батареек. При их разряде здесь отображается соответствующий значок. Питание от USB и питание от батареек не должно быть одновременно. Дисплей устанавливается в месте, где нужно контролировать температуру. Устанавливается он на саморезы, которые входят в комплект. Если не пользуетесь батарейками, его можно установить на двухсторонний скотч. Или можно просто поставить на полку. Для этого в комплект дается такая подставка. Размеры дисплея 13 на 9 см. Толщина 18 мм. Дисплей имеет защитную пленку, которую можно снять после установки. А это приемник, который управляет котлом с помощью встроенных контактов. Устройство универсальное, подходит для настенных котлов большинства брендов. Коммутируемая нагрузка до 3 А, питание от сети 220 вольт. Контакты термостата работают как сухое реле, без напряжения. Для того, чтобы подключить его к котлу и установить на стенку, нужно его разобрать. Для этого берем узкую плоскую отвертку или нож, вставляем в эти отверстия и разбираем.
На крышке указана схема подключения. У меня к сети приемник подключен согласно этой схеме. Фаза и 0. Их можно завести как от электрики котла, так и от отдельной розетки. У меня котел подключается к нормально разомкнутому контакту, и в моем котле термостат подключается сюда. Пока здесь стоит перемычка. Перемычка снимается, и вместо нее подключаются контакты термостата. При замыкании термостат подает команду котлу на включение отопления. При размыкании на выключение. Все просто и безопасно. У меня в приемнике котел подключается к этим двум контактам. Есть котлы, которые управляются нормально замкнутым контактом. Тогда котел к термостату будет подключаться к этим двум контактам. Как должен подключаться термостат у вас, нужно смотреть в инструкции к котлу. Крепится приемник в эти два отверстия. Устанавливать его нужно в месте, исключающем попадание в него воды, даже в аварийных случаях. После подключения и крепления собираем приемник. Фиксируем низ, а потом защелкиваем вверх. Подключение к котлу я буду делать уже после записи ролика. И вам также рекомендую вначале настроить систему и только потом подключать котел. Давайте свяжем дисплей с приемником. Подключаем к питанию как дисплей, так и приемник. На приемнике будет гореть белый светодиод. Выключаем терморегулятор этой кнопкой и нажимаем две кнопки сразу. Мы входим в режим настройки терморегулятора. Тут находится номер пункта меню, тут его значение. Первым пунктом при первом включении отображаются нули. Переключаем на единицу. Левой кнопкой переключаем на следующий пункт. Пункт 2 устанавливаем 2 и больше. У меня установлено 2. Дальше удерживаем правую кнопку приемника. У нас перемигиваются нижние два светодиода, что говорит о сопряжении устройств. Проверить сопряжение можно, посмотрев третий пункт меню. Он должен быть равен единице. Если он равен нулям, то произошла ошибка, и сопряжение нужно произвести заново. А теперь добавим термостат в систему умного дома. Набираем Smart Life в поиске Google Play и выбираем приложение. У меня написано «Открыть», у вас будет «Установить». Устанавливаем и в нем регистрируемся. Подойдут и другие приложения, которые работают с умным домом по системе Tuya Smart. Включаем Wi-Fi и Bluetooth. Левой кнопкой выключаем приемник. У нас перестал гореть белый светодиод. Затем удерживаем на приемнике правую кнопку, пока не начал мигать синий светодиод. Вот он мигает. Открываем приложение. Нажимаем плюсик. Добавить устройство. Вот у нас приложение нашло терморегулятор. Нажимаем на него. Задаем данные домашней сети Wi-Fi. Далее. И у нас идет добавление термостата. Вот у нас термостат добавился. Нажимаем «Завершено». Вот у нас оно установилось. Если автоматически установить не удалось, то его можно установить вручную. Нажимаем плюсик, добавить устройство, листаем, другое Wi-Fi. И следуйте указаниям установщика. У меня таким образом получалось установить любые терморегуляторы в 100% случаях. После подключения термостата автоматически синхронизируется время, день недели и погода. Вот у меня показывает солнышко. Нажимаем кнопку вверх, и у нас показывает влажность. Теперь можно управлять терморегулятором, находясь где угодно. Давайте посмотрим, как управлять терморегулятором дистанционно через приложение. В самом верху нажимаем три точки и можем изменить имя терморегулятора или отнести к какой-нибудь комнате, если они уже заданы.
Устройство поддерживает ручной и автоматический режим. Сейчас ручной режим, автоматический режим, а это режим энергосбережения, где поддерживаемую температуру можно задать в расширенных настройках. Режим блокировки клавиатуры в этом терморегуляторе не предусмотрен. Выключаем, ставим ручной режим. Ниже можно регулировать температуру в ручном режиме. В автоматическом режиме его тоже можно двигать, но на работу терморегулятора это не влияет. Посередине указывается заданная температура. При включении нагрева над ней загорается огонек. Вот мы уменьшаем, и огонек пропадает. Еще ниже указывается температура датчика на данный момент. Если включаем автоматический режим, то появляется возможность через приложение настроить этот режим. И это удобнее, чем делать через дисплей терморегулятора. Нажимаем настройки расписания. Тут настраивается отдельно 5 рабочих дней, суббота и воскресенье. Будни и выходные настраивается отдельно 6 временных промежутков, каждый со своей температурой. Еще ниже мы можем выключить и включить терморегулятор. Мой маленький лайфхак от меня. У меня иногда при включении приложения не работал ползунок управления температурой. Выключаешь и включаешь терморегулятор этой кнопкой, и все начинает работать без проблем. Благодаря приложению «Умный дом» мы можем согласовать работу теплого дома с другими элементами умного дома и создать общие сценарии. А также можно подключить голосовое управление через Алису или Марусю. И это тема других роликов. Не забудьте подписаться. А теперь давайте разберемся, как управлять терморегулятором с дисплея, даже если терморегулятор не подключен к интернету. Следует учитывать, что тут только два режима – автоматический и ручной. Никаких промежуточных типа режима комфорт тут нет. Кнопками вверх-вниз мы можем настроить поддерживаемую температуру. Вот включили автоматический режим, и уже эти кнопки не работают. Если у нас терморегулятор не подключен к интернету, то показаний погоды не будет, и настраивать часы нужно вручную. Для этого нажимаем кнопку «Часики», и мы можем настроить минуты, часы, день недели. Далее настраиваются временные промежутки и температура по ним. Отдельно по рабочим дням вот настраиваем минуты, часы и температуру для первого временного промежутка. Далее заполняем все временные промежутки по 5 рабочим дням, затем отдельно по субботе и воскресенью. Выйти из регулировки можно клавишей выключения. При включении нагрева на дисплее сверху трубы загорается огонек. Давайте переключимся на ручной режим, поднимем температуру. И вот у нас огонек загорелся. Вот я включил приемник. У нас загорелась лампочка включения котла. Вот мы уменьшаем температуру. У нас огонек потух. И приемник выключил котел. В приемнике можно котел выключить принудительно, нажав левую кнопку. При этом белый светодиод тухнет. Управлять котлом с дисплея или с приложения при этом уже не получится. Включаем. Теперь мы можем управлять котлом. Чтобы получить больше возможностей от терморегулятора, заходим в расширенные настройки. Для этого выключаем и нажимаем две клавиши. Первые 3 пункта мы уже изучали. Четвертым пунктом можем подкорректировать показания датчика кнопками вверх-вниз. Далее настраиваем гистерезис. По умолчанию 1 градус. Его можно увеличить, и котел будет включаться реже, но будут большие колебания температуры. Уменьшаем, оставляем 1 градус. Далее устанавливаем минимальную температуру. По умолчанию 5 градусов. Далее устанавливаем максимальную температуру. По умолчанию 35 градусов. Далее яркость экрана в режиме ожидания.
Я ставлю посередине 50%. Девятый пункт – экорежим или режим энергосбережения. 00 выключен, единица включен. 10. Тут настраиваем температуру в экорежиме, по умолчанию 20 градусов. 11 пункт. Можно включить или выключить отображение всех иконок при включении. Я оставляю. Это проверка работы дисплея. 12. Возврат к заводским настройкам, если выберем 01. 13. Узнаем версию прошивки. Далее настройки переключаются по кругу. Через некоторое время термостат сам выйдет из настроек, или это можно сделать принудительно, нажав клавишу выключения. Делаем выводы. Стоит отметить универсальность и многофункциональность данного терморегулятора от TEOC. Он стыкуется практически с любым котлом отопления. Подключив такой термостат к котлу, вы снижаете расход газа, продлеваете срок службы оборудования и повышаете свой комфорт. Не требуется прокладка проводов между дисплеем управления и котлом. Терморегулятор идет ногу со временем, им можно управлять дистанционно через интернет, работает с приложениями умного дома. Есть возможность подключить голосовое управление через Алису или Марусю. В отдельном видео я расскажу, как к терморегулятору подключить сервопривод водного теплого пола, как открытый, так и нормально закрытый. Ссылку на данный терморегулятор я оставил в описании. Свои вопросы и свой опыт работы с данным терморегулятором пишите в комментариях. Поделитесь видео с друзьями, для которых эта тема актуальна. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. До встречи в новых и старых видео.